Билет в самого себя. Знаете, есть такая тишина, которая тяжелее любого грохота. Это тишина в квартире человека, который в 38 лет понял, что его жизнь похожа на черновик, который так никто и не переписал начисто. Но прежде чем мы заглянем в эту квартиру, я открою вам секрет. Один маленький факт, о котором наш герой Артем никогда не узнает. Вы увидите, как он выбросит в грязь обрывок бумаги, считая себя окончательно проигравшим. Но вы будете знать, в тот момент в его руках был билет, способный изменить все. Слушайте внимательно. Это не история о потере. Это история о том, как человек, лишившись последнего костыля, вдруг обнаружил, что у него есть ноги. В квартире Артема всегда пахло пылью и несбывшимся. Это было настоящее кладбище начинаний. В углу, под слоем серого налета, замерли гантели, металлические ископаемые той недели, когда он решил стать сильным. На полке примостился самоучитель по коду, навсегда застрявший на 15-й странице. Даже кот, лениво развалившийся на коврике для йоги, казалось, смотрел на хозяина с легким презрением. Артем работал в городском архиве. Его жизнь протекала среди бумаг, которые были старше и важнее его самого. При росте в 165 сантиметров он научился искусству быть невидимым. В лифте он всегда вжимался в угол, стараясь не задевать взглядом плечи высоких, пахнущих дорогим парфюмом мужчин. Он смотрел на мир снизу вверх, и мир отвечал ему тем же, просто не замечал. Единственным смыслом был четверг, день лотереи. Каждый купленный билет был для Артема не шансом на богатство, а ключом от воображаемого бункера. Он не хотел яхт, он хотел забор, такой высокий, чтобы за ним его маленькая жизнь наконец-то перестала казаться позором. В тот вечер гул телевизора казался Артему шепотом судьбы. Он сжимал билет, и бумага в его ладонях стала влажной. Один за другим выпадали шары, и каждый раз внутри него что-то испуганно вскрикивало. Неужели? 5 цифр совпали. Оставалось последнее. 45. 45. Выдохнул он, и в этом шепоте была вся его боль, вся его надежда за 38 лет. И последний шар. Ведущая улыбнулась так, будто знала, что сейчас разобьет чье-то сердце. Номер 44. Тишина, наступившая в комнате, была почти физически ощутимой. Разница в 1 единицу. 1 маленький шаг. Артем смотрел на билет и видел в нем не цифры, а приговор. «Тебе здесь не рады, даже случайно». Он вышел на улицу, не накинув куртку. Холодный дождь моментально пропитал рубашку. Проходя мимо мусорного бака, Артем медленно, почти торжественно скомкал билет и выбросил его. Он остановился перед темной витриной магазина. В стекле дрожало его отражение. Сутулый человек, втянутая в плечи голова, испуганные глаза. И вдруг Артему стало тошно. Не от проигрыша, от этой вечной позы жертвы. «Господи!» — прошептал он, и голос его впервые не дрогнул. «Я ведь выгляжу маленьким не потому, что во мне мало сантиметров. Я выгляжу маленьким, потому что я сам сложил себя вдвое, чтобы меня было удобнее топтать». В ту ночь он не пошел домой плакать. Он открыл в телефоне старое приложение, которое когда-то скачал и забыл. Шагомер. 10 000 шагов. 7 дней. Если я брошу и это... Он посмотрел на свои дрожащие руки. То меня просто нет. Первые 3 дня были адом. Ноги болели, а старые привычки нашептывали: «Зачем это? Ты просто идешь по кругу». Но Артем шел. Он шел сквозь усталость, сквозь насмешливый взгляд кота, сквозь собственное неверие. На 4-й день на работе произошел случай, который раньше выбил бы его из колеи на месяц. Наглый коллега, здоровяк с громким смехом, бесцеремонно выставил обед Артема из холодильника, чтобы поставить свой. Внутри Артема все привычно сжалось. Страх, копившийся годами, тянул голову вниз. Но в памяти вдруг всплыл ритм его шагов по асфальту. Левый, правый, левый, правый. «Это мой обед. Поставь его на место».
Голос был негромким, но в нем была плотность, которой коллега раньше не замечал. Тот замер, хотел было пошутить, но наткнулся на взгляд Артема. Прямой, не снизу вверх, а в самые глаза. «Ладно, остынь», — буркнул здоровяк и вернул контейнер. Артем сел за стол. Его руки дрожали, сердце колотилось, как у воробья. Он не чувствовал себя победителем, но он чувствовал себя существующим. Пока Артем на 7-й день заканчивал свою дистанцию, на другом конце города дворник разглаживал на ладони помятый билет. Он увидел цифру 44. Этот билет не приносил миллионов, но из-за почти победы он давал право на грант, обучение в престижной школе для тех, кто хочет изменить свою карьеру. Это был шанс, о котором Артем боялся даже мечтать. Билет исчез в кармане дворника. Артем лишился своего чуда. Но знаете что? Артем стоял на мосту в полночь 7-го дня. Его телефон вибрировал, подтверждая: цель достигнута. 7 дней, 7 побед над собой. Он стоял, расправив плечи. Его лопатки наконец-то сошлись, открывая грудную клетку миру. Он смотрел на огни большого города и больше не хотел от него прятаться. Ему не нужно было богатства, чтобы почувствовать себя достойным. Достоинство оказалось бесплатным, но самым труднодостижимым даром. Он вернулся домой. Квартира все еще была старой. Кот все так же спал на коврике. Но Артем подошел к полке. Он взял самоучитель, смахнул с него пыль. Страница 15 осталась позади. Артем открыл 16-ю. Вера в себя — это не когда ты выигрываешь в лотерею. Это когда ты перестаешь ждать, что кто-то придет и спасет тебя, и просто начинаешь идти, даже если впереди еще миллион шагов. Вы когда-нибудь замечали, как трудно расставаться с иллюзиями? Они как старое поношенное одеяло. Пахнут пылью, не греют, но без них кажется, что ты совсем голый на ледяном ветру. Артем прошел свои 10 тысяч шагов 7 дней подряд. Он открыл 16-ю страницу учебника, но магии не случилось. Код на экране казался абракадаброй, буквы расплывались, а спина, которую он так гордо выпрямил на мосту, снова начала ныть и тянуть плечи к земле. Вера в себя — это мышца, и у Артема она болела так сильно, что ему захотелось приложить к этой боли привычный компресс. Наступил четверг. Тот самый день. Артем стоял у синего киоска на углу. В кармане он сжимал смятую купюру. Внутренний голос, тот самый, что неделю назад вдохновлял его на прогулки, теперь предательски шептал: «Ну же, Артем, посмотри правде в глаза. Ты архивист с окладом, которого едва хватает на кошачий корм. Сколько страниц ты еще осилишь? 10? 20? А потом? Ты все равно останешься маленьким человеком в большом мире. Купи билет. Это твой единственный настоящий выход». Он видел, как мимо проходят люди. Они казались ему цельными, законченными, будто их отлили из бронзы. А он чувствовал себя сделанным из мокрой глины. «Один», — сказал он, протягивая деньги в окошко. Продавщица, не глядя, выдала ему билет. Артем спрятал его во внутренний карман, поближе к сердцу. Ему сразу стало легче, будто он снова застраховал свою жизнь от самой этой жизни. Вечером он сел за стол. Перед ним лежал учебник и лотерейный билет. Билет обещал все и сразу — свободу, уважение, рост. Учебник обещал только головную боль и бесконечные «попробуй еще раз». Артем попытался вникнуть в логические операторы, но мозг сопротивлялся. Каждое новое слово казалось стеной, которую невозможно перелезть. «Я слишком стар для этого. Я недостаточно умен. Мой мозг уже задеревенел среди архивных папок», — думал он. Он посмотрел на билет. Тот лежал на краю стола, как золотой ключик. «Всего один вечер», — прошептал Артем. «Если я выиграю, мне не нужно будет мучить себя этими кодами. Я просто найму тех, кто это знает». Он закрыл книгу, чувство вины обожгло его, но надежда на чудо
была слаще. А теперь, друзья, вернемся на секунду в каморку дворника, того самого, о котором мы говорили в первой части. Помните билет, который Артем выбросил? Дворник так и не воспользовался грантом. Он не умел читать по-английски и просто приколол этот красивый фантик на стену над своим топчаном. Шанс всей жизни Артема теперь висел на ржавом гвозде рядом с календарем за прошлый год. Но самое удивительное не это. Посмотрите на новый билет, который Артем купил сегодня. Вы видите эти цифры? Судьба — ироничная дама. Она решила дать ему второй шанс. Но на этот раз условия игры изменились. Если он выиграет сейчас, он никогда не откроет 17-ю страницу. Он останется тем же маленьким человеком, просто в очень дорогом костюме. Вечер. Снова мигающий экран телевизора. Артем сидит на краю стула, сжимая в руках обрывок картона. Выпадает первый шар. Есть. Второй. Есть. Третий. Артем перестает дышать. В голове уже шумят пальмы, а забор его воображаемого дома растет до небес. Он уже видит, как швыряет заявление об увольнении на стол Геннадию Викторовичу. Но четвертый шар пролетает мимо. Пятый. Мимо. Шестой. Мимо. Артем судорожно перепроверяет цифры. Его выигрыш. Он заходит на сайт, вбивает номер билета. Пауза. Голос становится сухим и горьким. Система выдает результат. Ваш выигрыш — 150 рублей. Цена одной чашки кофе в дешевом автомате у метро. Артем смотрел на экран, и в груди у него что-то по-настоящему заболело. Не так, как болят мышцы после прогулки. Это была боль прозрения. Судьба не просто отказала ему, она над ним посмеялась. Она выдала ему утешительный приз, как капризному ребенку, чтобы он не плакал. Он встал, оделся и вышел на улицу. Дошел до ближайшего автомата, сунул туда 150 рублей и получил стаканчик обжигающего безвкусного напитка. Он стоял на холодном ветру, пил этот выигрыш и чувствовал, как внутри него умирает последняя иллюзия. «Значит, вот цена моей веры в чудо», — прошептал он. 150 рублей. Он посмотрел на свои кроссовки, покрытые грязью после 7 дней прогулок. Они были реальными. Боль в ногах была реальной. А этот билет был просто способом не брать на себя ответственность за завтрашний день. Артем вернулся домой. Он выбросил пустой стаканчик в ведро. Подошел к столу. На нем лежал учебник. 16-я страница была исчеркана пометками. Артем взял ручку. Его рука больше не дрожала. Он понял. Чашка кофе — это все, что мир готов дать ему просто так. Все остальное придется забирать самому. Сантиметр за сантиметром. Страницу за страницей. Артем перевернул лист. 17-я, сказал он в пустоту комнаты. Посмотрим, кто кого. Вера в себя начинается не тогда, когда тебе везет. Она начинается тогда, когда ты понимаешь, везения не существует. Есть только ты, твой путь и твоя готовность идти по нему, даже если из всех наград у тебя только чашка дешевого кофе. Артем начал писать первую строчку кода программы. Кот открыл один глаз, посмотрел на хозяина и впервые за долгое время не увидел в нем жертву. Самое трудное в переменах — это не начать. Самое трудное — продолжать, когда ничего не происходит. Когда ты уже не тот, кем был раньше, но еще и близко не тот, кем мечтаешь стать. Это состояние называется пустыней. Здесь нет аплодисментов, нет выигрышных билетов, здесь есть только ты и твоя усталость. Артем вошел в эту пустыню через 2 недели. В архиве все было по-прежнему. Пыль, папки, бесконечные стеллажи, но что-то внутри Артема начало скрежетать. Раньше он плыл по течению как щепка, теперь же он пытался грести против него. Каждый вечер он возвращался домой, и его ждала битва. 17-я страница сменилась 18-й, затем 20-й, но код не давался легко.
Логика программирования казалась Артему каменной стеной, в которую он бился лбом. «Зачем тебе это?» — спрашивал он себя в 3 часа ночи, глядя на мигающий курсор. «Тебе почти 40. У молодых мозги работают быстрее. Ты просто тратишь время, которое мог бы провести в покое». Кот на коврике для йоги лениво потягивался, словно подтверждая: «Брось, Артем, покой — это лучшее, что у нас есть». Однажды в архиве случился аврал. Геннадий Викторович, начальник, рвал и метал. Потерялось важное дело десятилетней давности. Весь отдел стоял на ушах. «Артем!» — рявкнул шеф. «Ты здесь дольше всех сидишь. Найди это чертово дело, или я найду тебе замену на бирже труда». Раньше Артем бы просто задрожал и начал судорожно извиняться. Но сейчас он почувствовал внутри странный холод, спокойствие, которое пришло к нему во время тех ночных бдений над книгой. «Я найду», — сказал он, без суеты, без страха. Он искал 3 часа. Его спина ныла, глаза слезились от пыли, и в какой-то момент он поймал себя на мысли: «Я ищу эту папку так же, как ищу ошибку в коде, системно, шаг за шагом». Он вдруг понял, что обучение программированию изменило не его навыки, а его мозг. Он перестал быть маленьким человеком, который ждет чуда. Он стал человеком, который решает задачи. Он нашел папку в самом дальнем углу под кипой старых журналов. Когда он положил ее на стол начальника, тот замер, не зная, что сказать. Артем не стал ждать похвалы. Он просто развернулся и ушел на свое место. А теперь давайте на мгновение заглянем в ярко освещенный офис в центре города. Тот самый фонд, который выдал золотой билет в Европу. Молодая сотрудница просматривает списки. «Странно», — говорит она коллеге, — «грант номер 844, срок активации истекает завтра в полдень. Победитель так и не объявился». «Наверное, какой-нибудь счастливчик, которому это не нужно», — отмахивается коллега. «Если до завтра не придет, аннулируем и отдадим следующему по списку». Билет все еще висит на гвозде в каморке дворника. Артем в 10 километрах от этого места. У него нет машины, у него нет времени, у него есть только осознание, что он может. И он даже не подозревает, что его старая мечта о спасении сейчас просто превращается в тыкву. Вечер того же дня. Артем сидит над 30-й страницей. Задание — написать простую программу, которая выводит список чисел. Казалось бы, ерунда, но код не работает. Раз за разом ошибка. Час, 2, 3. Артем чувствует, как внутри закипает ярость, та самая, что всегда заставляла его бросать дела на полпути. «Хватит!» — закричал он и смахнул учебник со стола. Кот в испуге прыгнул на подоконник. Артем закрыл лицо руками. Он снова почувствовал себя маленьким, ничтожным. Он потянулся к ящику стола. Там в самом углу лежал старый буклет лотереи, просто картинка с золотыми слитками. Он смотрел на нее, и ему нестерпимо захотелось все вернуть. Вернуть ту сладкую ложь о том, что когда-нибудь все решится само собой. Он долго сидел в темноте, а потом его взгляд упал на кроссовки, те самые, в которых он прошел свои первые 70 тысяч шагов, грязные и стоптанные. Артем вздохнул. Он медленно поднял учебник с пола, нашел 30-ю страницу. «Еще 5 минут», — прошептал он, — «только 5 минут». Он перечитал строчку кода еще раз и вдруг заметил лишнюю точку с запятой, маленький, почти незаметный символ, который ломал все. Он удалил его, нажал Enter, экран мигнул, и ровный столбик цифр побежал вниз. 1, 2, 3, 4 до бесконечности. Артем смотрел на этот список и чувствовал, как по щекам текут слезы. Это не были миллионы. Это была победа человека над собственной слабостью. В этот момент в офисе фонда часы пробили полдень. Грант Артема сгорел. Его билет в рай превратился в обычную бумажку. Но Артем этого не знал. Он спал, положив голову на учебник,
и на его лице впервые за 38 лет была спокойная, уверенная улыбка. Он потерял внешнюю опору, но выстроил внутреннюю, и эта опора была крепче любых банковских счетов. Духовный рост — это не когда тебе везет, это когда тебе не везет, но ты все равно продолжаешь идти. Потому что теперь ты знаешь, твой главный выигрыш — это не то, что у тебя в кармане, а то, кем ты стал, пока шел. Вы когда-нибудь задумывались, почему одни люди занимают все пространство в комнате, даже если они невысокого роста, а другие, огромные и плечистые, кажутся прозрачными тенями? Дело не в костях и не в мышцах, дело в плотности. Когда внутри человека пустота, он сжимается, стараясь занять как можно меньше места, чтобы не мешать другим. Но когда внутри появляется стержень, человек начинает уплотняться. Артем начал замечать это в лифте. Понедельник. Тот же лифт. В кабину зашел мужчина, из тех, кого Артем называл «хозяевами жизни». Дорогой костюм, резкий запах уверенности, рост под 190. Раньше Артем автоматически втянул бы шею и уставился в свои ботинки. Но сегодня его спина помнила 30 страниц кода, его ноги помнили сотни тысяч шагов. Артем не стал выпрямляться специально, он просто не стал сжиматься. Он стоял спокойно, глядя перед собой. И вдруг почувствовал, как мужчина в костюме чуть подвинулся, уступая ему место. Это было почти незаметно, но для Артема это стало громом среди ясного неба. Впервые мир не навалился на него, а потеснился. Вечером Артему позвонила мать. «Артем...» Ее голос всегда звучал так, будто она извинялась за его существование. «Ты купил билет? Помнишь, тетя Валя говорила, что у соседа сын выиграл машину? Может, и тебе повезет?» Раньше этот разговор закончился бы чувством вины и походом к киоску. Но сейчас Артем слушал ее и чувствовал странную отстраненность. «Мам», — мягко прервал он ее, — «везение — это долг, который потом нечем отдавать. Я больше не играю». «А как же ты тогда выберешься?» — растерянно спросила она. Артем посмотрел на экран ноутбука, где светились строки его первой настоящей программы. «Пешком, мам, шаг за шагом». Он положил трубку. Это была его первая победа над чужим неверием. А теперь обещанный поворот. Помните тот грант в Европу, который сгорел? Сегодня утром его передали следующему в списке. И знаете, кто этот следующий? Это тот самый наглый парень, который забирал обед Артема. Его фамилия просто шла следом по алфавиту. Судьба как будто издевается, правда? Наш герой грызет кот в пыльной квартире, а тот, кто его унижал, собирает чемоданы в Брюссель. Но подождите, не спешите закрывать рассказ, потому что именно сейчас Артем столкнется с тем, что решит все. Артем шел из магазина, когда увидел его. Тот самый коллега стоял у синего киоска и радостно орал в трубку. «Да, прикинь, грант, на халяву! Просто повезло! Я просто купил билет, они сами меня нашли!» Артем остановился. Внутри него поднялась старая черная волна обиды. «Почему он? Почему не я? Я ведь стараюсь, я меняюсь, а ему все на блюдечке». Мир снова попытался сделать его маленьким. Обида — это то, что всегда заставляло Артема сутулиться. Парень заметил Артема, подошел, сияя от превосходства. «Эй, архивный червь, видал? Удача любит смелых. Пока ты тут бумажки перекладываешь, я в Европу лечу!» «Ха-ха-ха!» — он хлопнул Артему по плечу, едва не сбив с ног. Артем стоял и смотрел, как этот парень уходит. В его кармане лежал билет в жизнь, которую Артем так хотел. И вдруг Артем улыбнулся. Он понял. Этот парень едет туда тем же, кем и был, пустым местом, которому повезло. Он берет с собой свою наглость и свою лень. Он не изменился. Он просто переместил свою пустоту в более дорогое место. А Артем? Артем оставался здесь, но он был другим. Ему больше не нужно было, чтобы его спасали. Он вдруг осознал. Настоящая вера в себя — это когда тебе все равно, что выиграли другие.
«Удачи тебе в Брюсселе», — прошептал он. «А у меня сегодня 40-я страница». Артем вернулся домой. Он сел за стол и открыл ноутбук. В ту ночь он написал программу, которая не просто выводила цифры. Она решала реальную задачу по систематизации архива, над которой весь его отдел бился годами. Он сделал это за 3 часа. Духовный рост — это когда твоя радость перестает зависеть от твоих удач и начинает зависеть от твоего труда. Артем больше не смотрел на мир снизу вверх, и мир, заметив это, начал понемногу менять свои очертания. Этой ночью кот впервые пришел и лег не на коврик для йоги, а на колени к Артему. Животные всегда чувствуют, когда в доме появляется хозяин. Вы когда-нибудь задумывались, почему стоит тебе решить, что ты меняешься, как весь мир, от твоих собственных клеток до начальника на работе, начинает давить на тебя, пытаясь вернуть в прежнюю форму? Артем думал, что его программа — это пропуск в новую жизнь. Он ошибался. Утром во вторник Артем пришел к Геннадию Викторовичу. Он не просил повышения. Он просто показал экран планшета, где его программа за секунды выдавала результат, на который у сотрудников уходила неделя. Начальник долго смотрел на бегущие строки кода. Его лицо не выражало радости, оно выражало страх и раздражение. «И что это, Артем?» — наконец спросил он, отодвигая планшет. «Ты решил, что ты умнее системы? У нас есть регламент, есть инструкции, утвержденные министерством. А твоя игрушка? Кто за нее ответит, если база рухнет?» «Но она работает, Геннадий Викторович». «Работай по старинке, Артем», — отрезал шеф. «И не занимайся ерундой в рабочее время. Иди, у нас завал во 2-м секторе». Артем вышел из кабинета, чувствуя, как внутри все заливает едкая горечь. Мир не хотел его талантов. Миру было удобно, чтобы Артем оставался незаметным винтиком, который не задает вопросов. В тот же вечер тело Артема решило взбунтоваться. Месяц недосыпа, прогулок под дождем и бешеного интеллектуального напряжения выдал счет. Артем свалился с высокой температурой. Он лежал в своей пустой квартире. Кот грел его ноги, но Артему казалось, что он тонет в холодном тумане. Самое страшное было не в болезни. Самое страшное было в тишине. В этой тишине его старый голос, тихий, вкрадчивый голос неудачника, стал оглушительным. «Ну что, Артем, допрыгался? Ты не программист, ты просто простуженный архивист. Начальник тебя осадил. Здоровье кончилось. Зачем ты мучаешь себя? Вернись в свою норку. Там тепло, там безопасно. Там не нужно ничего доказывать». В этот момент вера в себя кажется издевательством. В этот момент ты понимаешь, духовный рост — это не полет. Это ползание по-пластунски через колючую проволоку собственных сомнений. А пока Артем бредит в своей постели, давайте заглянем в Брюссель. Помните наглого парня, который забрал его грант? Оказалось, что в международной школе лидерства нужно учиться, чего он нагло избегал, и учиться на английском, которого он не знает, а в анкете приврал. Его выигрышный билет превратился в ловушку. Он провалил первый же тест, и теперь ему грозит депортация. На 3-й день болезни у Артема перегорел блок питания на его стареньком ноутбуке. Единственное окно в мир, его единственный инструмент для учебы, просто погас. Денег на новый не было, до зарплаты неделя. Это был предел. Артем лежал и смотрел в потолок. Он чувствовал себя абсолютно голым. Ни билета, ни работы, ни здоровья, ни инструмента. Он потянулся к телефону. У него в закладках все еще висел сайт лотереи. Рука дрожала. 1 клик. Последние деньги на карте. И, возможно, завтра все решится. Артем смотрел на кнопку «Купить билет». В этом клике была вся его прошлая жизнь, весь его страх, вся его надежда на то, что кто-то придет и спасет. И вдруг он вспомнил 16-ю страницу, вспомнил то чувство, когда кот заработал, не потому что шарик выпал удачно, а потому что он, Артем, нашел ошибку.
Он почувствовал дикую, почти звериную ярость не на начальника, не на судьбу, на самого себя за эту минутную слабость. Он сжал телефон так, что побелели костяшки, и удалил приложение. В эту секунду температура, казалось, начала падать. Артем встал, пошатываясь, дошел до кухни и налил себе воды. «Нет», — прошептал он сухими губами, — «больше никаких билетов, даже если мне придется писать код на бумаге карандашом». Это и был настоящий духовный рост. Не тогда, когда ты идешь к цели на подъеме, а тогда, когда ты выбираешь свою цель, лежа в полной темноте, когда у тебя отобрали все, даже надежду на чудо. Артем достал обычную школьную тетрадь, которую купил когда-то для записей. Сел за стол. И при свете настольной лампы начал записывать алгоритм вручную. Строчка за строчкой. Вера в себя — это не знание того, что ты победишь. Это знание того, что ты не сдашься, даже если проиграешь 100 раз подряд. Артем писал. Его почерк был мелким, но твердым. Он еще не знал, что завтра в архив придет проверка из министерства, и они будут искать именно ту систему, которую он создал. Но это будет завтра. А сегодня был только он, тетрадь и его воля. Вы когда-нибудь видели, как в заброшенном саду сквозь асфальт пробивается росток? У него нет мышц, нет зубов, нет инструментов. У него есть только одно — неумолимая воля к жизни. Артем сидел в архиве, бледный после болезни и осунувшийся. Перед ним на столе лежала та самая школьная тетрадь. В ней не было красивых интерфейсов, только сотни строк кода, записанных от руки. Его ноутбук все еще был мертв, но его ум работал быстрее, чем когда-либо. И тут тишину архива взорвал шум шагов. Много шагов. Дорогие туфли чеканили шаг. В зал вошли люди в строгих серых костюмах. Комиссия из министерства. Проверка, которую Геннадий Викторович ждал с ужасом. «Нам нужен отчет по фонду за 50-е годы. Срочно!» Голос проверяющего был сухим и острым, как скальпель. Начальник архива засуетился, его лицо покрылось красными пятнами. «Конечно, сейчас. Людочка, где опись?» 5 минут, 10. В воздухе запахло скандалом и увольнениями. «У вас бардак, Геннадий Викторович», — холодно заметил проверяющий. «Ваша система учета безнадежно устарела. Мы будем ставить вопрос о соответствии». Артем смотрел на это со своего места. Внутри него боролись два человека. Старый Артем шептал: «Сиди тихо, не высовывайся. Тебя же просили не лезть со своими игрушками. Пусть они тонут, так им и надо». Но новый Артем, тот, что вырос на 17-й странице, чувствовал не злорадство, а ответственность за свое дело. Артем встал. Его рост не изменился ни на миллиметр, но когда он пошел к столу комиссии, Людочка и Геннадий Викторович замерли. 5-й сектор, стеллаж 12, 3-я полка снизу, папка номер 408, сказал Артем. Его голос был негромким, но он разрезал тишину, как нож масла. Проверяющий вскинул брови. «Вы уверены?» «Да. Я систематизировал этот сектор на прошлой неделе». Геннадий Викторович хотел что-то крикнуть, осадить выскочку, но под ледяным взглядом министерских чиновников лишь кивнул. Через минуту папка была на столе. Все сошлось до последнего листа. А теперь короткая новость из аэропорта. Помните того парня, который улетел в Брюссель? Сегодня он вернулся. Его депортировали. Он стоит у ленты выдачи багажа и ждет свой чемодан. Его старое место в архиве уже сокращено, а долги за сорванный грант висят на нем тяжелым камнем. Он смотрит на свой телефон, надеясь на чудо. Но чудеса закончились. Он не знает, что в эту самую минуту человек, над которым он смеялся, делает выбор, который не купишь ни за какие деньги. После проверки Геннадий Викторович вызвал Артема к себе. Шеф был напуган и подозрительно вежлив. «Послушай, Артем, ты сегодня нас спас. Молодец. Комиссия впечатлена твоей памятью.
Они хотят видеть систему автоматизации, о которой ты заикался». Начальник замолчал, потирая потные ладони. «Давай так. Я скажу, что это была моя инициатива, мой проект, а ты был техническим исполнителем. Я выбью тебе премию, хорошую, купишь себе новый компьютер. А мне нужно это кресло сохранить. Ты же понимаешь, мы же свои люди». Артем смотрел на начальника. Раньше он бы согласился. Премия, новый ноутбук. Но Артем посмотрел на свою тетрадь. Там, на полях 30-й страницы, были следы его пота и слез. Там была его личность. Артем почувствовал, как внутри него что-то окончательно встало на место. Это была та самая плотность, о которой мы говорили. «Нет, Геннадий Викторович», — спокойно сказал он. «Что нет?» — шеф не поверил ушам. «Ты что, дурак? Ты же никто. Без моей подписи твой код — это просто макулатура». Артем улыбнулся. Это была улыбка свободного человека. «Мой код в моей голове и в этой тетради. Вы можете уволить меня прямо сейчас, но вы больше никогда не сможете заставить меня чувствовать себя маленьким». Он развернулся и вышел из кабинета. Артем шел по коридору архива, и впервые в жизни он не вжимал голову в плечи. Он не знал, что будет завтра. У него не было работы, не было ноутбука и не было лотерейного билета. Но когда он зашел в лифт, и там снова стояли те самые высокие мужчины в костюмах, Артем не забился в угол, он встал посередине. Один из мужчин взглянул на него и кивнул, как равному. Духовный рост — это не когда ты получаешь все, что хотел. Это когда ты отказываешься от того, что тебе не принадлежит, чтобы не потерять самого себя. Артем вышел из здания на свежий воздух, было солнце. Он открыл тетрадь на пустой странице и написал: «Вера в себя — это когда тебе больше не нужно разрешение мира, чтобы быть большим». Знаете, у тишины бывает разный вкус. Бывает тишина страха, когда ты боишься пошевелиться, чтобы не привлечь беду. А бывает тишина силы, когда ты сидишь в пустой квартире, у тебя нет работы и сломан ноутбук, но внутри тебя абсолютный штиль, потому что ты больше не бежишь от себя. Артем проснулся на следующее утро без будильника. Он заварил последний пакетик чая. В кармане оставалось несколько сотен рублей. Но когда он посмотрел в зеркало, он увидел не коротышку из архива, он увидел мужчину, который вчера сказал «нет» системе, ломавшей его 20 лет. Артем зашел в парк. Ему нужно было пространство. На скамейке у входа он увидел знакомый силуэт. Это был он, тот самый парень, брюссельский счастливчик. Он выглядел жалко. Дорогой пиджак был помят. Его везение закончилось депортацией и огромным долгом. «О, Артем», — прохрипел он, — «слышал, ты тоже вылетел. Шеф рвет и мечет. Говорит, ты его подставил перед Москвой». Артем сел рядом. Он не чувствовал злорадства, только легкую грусть. «Я не подставлял. Я просто не стал врать», — ответил Артем. «Дурак ты», — парень сплюнул. «Сейчас бы с премией сидел. А теперь что? Мне бы хоть 100 тысяч, просто чтобы выдохнуть». Артем посмотрел на киоск неподалеку. Очередь за Надеждой все еще стояла. «Знаешь», — сказал Артем, вставая, — «я понял одну вещь. Выдохнуть можно только тогда, когда ты перестаешь ждать, что кто-то другой вдохнет за тебя. Удачи тебе». Он ушел, не оглядываясь. Это была последняя нить, связывавшая его с прошлым. Телефон Артема зазвонил, когда он подходил к дому. Номер был незнакомый. «Это Виктор Степанович, глава комиссии из министерства. Мы вчера общались в архиве». Артем замер. «Слушаю вас». «Мы подняли ваши вчерашние данные. То, что вы сделали на коленке, это не просто учет. Это алгоритм сжатия данных, который мы искали для государственного реестра. Ваш бывший начальник пытался сказать, что вы просто исполнитель, но мы же видели ваши глаза, Артем, и мы видели его потные ладони. Завтра в 10 утра у нас совещание в департаменте технологий. Приходите с вашей тетрадью.
Нам не нужны ваши дипломы, нам нужен ваш мозг. И мы слышали, вы остались без оборудования? Курьер уже в пути к вам. Это аванс. Нам нужно, чтобы вы работали. А теперь финальный взгляд назад. Помните каморку дворника? Сегодня он, наконец, решил навести там порядок. Он сорвал со стены выцветший рекламный буклет и тот самый билет в Европу. Дворник скомкал их и бросил в печь. Шанс, который мог бы сделать Артема успешным на халяву, превратился в пепел. Судьба окончательно стерла этот путь, потому что Артем выбрал дорогу посложнее. Но в эту самую минуту в дверь Артема постучал курьер. Артем принял коробку. Внутри был мощный современный ноутбук, профессиональный инструмент. Он поставил его на стол рядом с той самой школьной тетрадью. Его руки не дрожали. Он открыл ноутбук. Экран осветил его лицо. Артем открыл свою тетрадь на странице, где была та самая ошибка с точкой с запятой. Он перепечатал код. Нажал «Выполнить». Все работало идеально. Вечер. Артем стоит на балконе. Город внизу все такой же огромный. Люди внизу все так же спешат. Но Артем больше не чувствует себя маленьким. Его рост — 165 сантиметров. Его возраст — 38 лет. Его прошлое — архив и проигранные билеты. Но его настоящее — это плотность духа, это знание, что он стоит на этой земле не по воле случая, а по праву собственного труда. Духовный рост — это не когда ты достигаешь вершины горы, это когда ты понимаешь, что ты и есть гора. Завтра его ждет новая работа, новое сопротивление, новые ошибки. Но Артем больше не купит лотерейный билет, потому что самый главный выигрыш он уже забрал. Он выиграл самого себя.